Шла по кладбищу и увидела свое имя и фото на могиле. А на надгробии – дата завтрашнего дня. Этот шокирующий момент стал началом невероятной истории о том, как Ася столкнулась с множеством проблем, обманом, потерей и искуплением. Перед ней раскрылся целый мир неразрешенных вопросов и судьбоносных решений. Возникающий страх заставлял ее задумываться обо всех своих действиях, о том, как она дошла до этой точки. Вокруг нее царила угнетающая тишина кладбища. И все, что она могла сделать, это засветить свой взгляд на таинственное место, где, казалось, ее жизнь могла закончиться. Ася сидела у окна, глядя на осенний дождь, который бесконечно лил на землю, срывая яркие листья с деревьев. Она чувствовала себя подавленной и одинокой после недавнего ухода мужа и отказа родителей помочь ей в трудный момент. Холодный ветер пробирался сквозь стекла, словно напоминая ей о безжалостной реальности. Ася родилась в обеспеченной семье, и все, о чем она мечтала в детстве, казалось, бывалось само собой. Но счастье в детстве быстро закончилось. Родителям буквально после самого ее рождения стало известно, что они не могут иметь больше детей, кроме нее. Ощущение нежелания отразилось в ее жизни, несмотря на изобилие материальных благ и внимания со стороны родителей. Ася росла в любви и заботе своих родителей, Елены и Андрея, которые всегда окружали ее вниманием, позволяя исполнять ее прихоти. Ее детство казалось безоблачным, однако все это дало о себе знать. Поднималась капризная и избалованная личность. Каждый ее каприз находил отклик у родителей, и она не обращала внимания на последствия своей эгоистичности. В детском центре и лицее ей не удавалось проявить какие-либо особые успехи, нет, она не проявляла интереса к учебе. Вместо этого она стала объектом зависти среди одноклассников благодаря своему хорошему вкусу и острым языком, который нередко подсекал тех, кто смел ей противоречить. Тем не менее, прокладывать путь к будущему ей не удавалось, и с каждым годом ее поведение становилось все более проблематичным. В лицее, в котором Ася училась, ее поведение кардинально изменилось. Она начала дерзить учителям, теряя интерес к учебе и дисциплине. Каждое ее слово напоминало противостояние. Каждую оплошность она оборачивала в шутку, которая в глазах других выглядела как демонстрация силы. В один прекрасный день директор вызвал Елену, чтобы сообщить, что ее дочь рискует быть исключенной, если не изменит своего поведения. Елена, встревоженная и обескураженная этой новостью, решила провести серьезный разговор с дочерью. Она понимала, что от того, как они справятся с текущей ситуацией, зависит будущее Аси. Словно гром среди ясного неба, предстоявшая беседа могла стать рубежом между темным прошлым и светлым будущим. Елена, принимая во внимание всю сложность ситуации, провела строгий разговор с Асей о ее поведении и учебе. Сначала Ася упиралась, стараясь увернуться от родительских требований и ограничений, но затем, увидев всю серьезность взглядов матери, немного расслабилась. Она уверила мать, что будет следить за своим поведением и усилий. Но, несмотря на ее слова, настоящего стремления к изменениям не наблюдалось. После окончания лицея она, словно птица, полетела свободной тропой, поступив в финансовый институт на платное отделение. Это казалось ее единственным выходом, единственной возможностью, которая должна была стать корнем поворота в ее жизни. Но в действительности она лишь углубила ее проблемы. Ася искала забыть себя в учебе, но вскоре ее внимание привлек Никита, парень, который также учился в этом институте. Он был из обеспеченной семьи, но воспитан в строгости, и именно это качество произвело на Асю сильное впечатление. Она начала встречаться с Никитой, прекрасно осознавая, что сумеет построить с ним отношения, которые откроют новые двери. Когда они проводили время вместе, Ася находила в нем душевное спокойствие и поддержку, о которых так мечтала.
Она надеялась выйти за него замуж и начать новую жизнь, полную удовольствий, известного ей мира без забот и лишений, который считала своим правом. Но у судьбы свои правила. Никита, волнуясь о ее учебе, уже в скором времени проявлял недовольство ее поведением. В очередной раз он вызвал Асю на разговор, где строго предупредил ее, что если она не изменит своего отношения к учебе, он прекратит ее содержать. Его слова отразили всю глубину их отношений, оставляя осадок. Она с наглой усмешкой на губах ответила, что вообще не собирается зависеть от него, считая свое поведение вполне оправданным. Однако в глубине души ее терзали сомнения. Она знала, что подобные слова не приведут ни к чему хорошему, но эта стена отчуждения противоречила ее истинным желаниям. Готовясь к званому ужину, Ася решила произвести на Никиту хорошее впечатление. Она старалась выглядеть безупречно и не вспоминать о том, что ее преследует каша из проблем. Но когда разговор с Никитой переходил на более глубокие темы, она избегала говорить о своей семье и том, что там происходило, делая скорбное лицо, казавшееся безоблачным. Никита внимательно наблюдал за ней, заметив, что Ася пытается скрыть свои внутренние терзания и не хочет портить их вечер разговорами о проблемах, в которых она была погрязла. Между ними возникло специфическое напряжение, которое сначала выгодно для обоих, но вскоре станет началом уходящих трещин в их отношениях. Во время встречи с родителями Никиты, Людмилой и Валентином, Ася, стараясь подчеркнуть свои достижения, похвасталась своим учебным процессом и планами подрабатывать. Она пыталась выглядеть уверенно, намекая на то, что ее жизнь полна перспектив. Однако, когда Людмила поинтересовалась отношениями Аси с ее собственными родителями, тревога заполнила атмосферу. Ася, не задумываясь, ответила, что ее родители довольно строгие и не любят ее, преобразуя обсуждение в нечто неожиданное. Ответ смутил Никиту, а его мать ощутила в словах девушки что-то большее, чем просто описание семейного статуса. После приятной прогулки и долгих разговоров с Никитой, Ася, вернувшись домой, столкнулась с отцом, который вновь вызвал ее на разговор. В этот момент ее прежняя уверенность растворялась, уступая место тревоге. Отец, сжатый в строгих рамках, не собирался принимать покорную игру ее временных уютов. Ася лишь насмехалась над отцом и делала вид, что его слова ее не заботят, утверждая, что сама разберется со своей жизнью. Эта наглость скорее отражала ее собственные внутренние страхи, чем отсутствие уважения к тому, кто действительно хотел ее лучшего. Ощущение покалывания в сердце подсказывало ей, что придется когда-то столкнуться с последствиями своих поступков, но пока она жила в бездумной уверенности. Тем временем Ася не могла ни намеренно задуматься о будущем, когда начала снимать деньги с отцовской карты и откладывать их на черный день. Усевшись на краю пропасти, она все чаще ощущала спектр разрушительных насмешек, приходящих от внутренней несостоятельности. Когда отец вдруг заблокировал ей карту, Ася почувствовала себя обманутой одной из своих последних радостей. В конце концов, она решила уйти из дома, поняв, что справиться с этой ситуацией сама не может, и, обратившись за поддержкой к Никите, заявила, что совершенно не переживает о том, что с ней происходит. Никита, почувствовав, что его любимая находится в затруднительном положении, нашел Асю в кафе и забрал ее к себе. Однажды, полные надежд, они обсуждали будущее, и именно тогда Никита сделал Асе предложение, наводя на мысль, что она может спастись от своих комплексов и проблем. Наконец, когда Ася согласилась, это стало началом нового пути. Родители Никиты с радостью благословили их брак, находя в нем надежду на лучшее будущее для их сына. Ася казалась счастливой, контролируя свою жизнь, но далеко не осознавала, что настоящие трудности еще впереди. После свадьбы Ася и Никита начали жить в отдельной квартире, которую купили для них родители. Возникавшее ощущение свободы наполняло дом гармонией и сплоченностью, но что-то внутри Аси оставалось невидимым для окружающих. Ася делала вид, что учится и подрабатывает,
но на самом деле не хотела работать, чтобы не погружаться в бездну ответственности. Отношения с Никитой постепенно начали управляться чем-то странным. Она даже решила украсть деньги у своих родителей, полагая, что это может улучшить ее финансовое положение. Новая ситуация тем более запутала ее, когда осознание собственного капитала превратилось в повод тревоги. Сначала все шло неплохо, но на самом же деле Ася чувствовала, что ее жизнь начинает напоминать сложную махинацию. Вот она крадет украшения из шкатулки матери, сама не веря во всю глупость своего поступка. Параллельно она продолжала врать Никите о своих успехах в учебе. В это время Ася познакомилась с Юрием, который стал ее любовником и пообещал, что отношения между ними будут на стороне открытыми и своевременными. Эта связь открыла для нее новые эмоции и стремление к свободе, однако на самом деле это ввело ее в еще более тяжелую зависимость от обмана и лжи. В один из дней Ася узнала, что беременна от Никиты. Но сама мысль о том, что ей предстоит стать матерью, наполнила ее страхом. Она не желала рожать и понимала, что это изменит всю ее жизнь. Ася скрывала свою беременность, уверяя себя, что все будет хорошо. Однако Никита почти интуитивно заметил изменения в ее состоянии, как будто ее мимика была социальной красной флажкой ее внутренних терзаний. Это невидимое давление заполнило их встречу, проявляя напряженность, и Ася вскоре решила принять радикальные меры, чтобы сохранить свою свободу, а это означало сделать аборт. Вернувшись домой, Ася снова решилась красть из квартиры родителей, несмотря на то, что ее ловили. На этот раз ее родителей охватило разочарование от такой наглости их дочери. Они предупредили ее о последствиях, если она снова попадется. Чувствуя себя виноватой и обиженной на весь мир, Ася заключила, что жизнь действительно может стать опасной игрой с высокой ценой. Разлад в отношениях с Никитой только усиливался. Хотя она думала, что все будет хорошо, внутренние противоречия не давали ей покоя, и постоянное беспокойство о будущем перегружало ее постоянные усилия. Никита и Ася, хотя и жили хорошо, но довольство не приходило. Никита не претендовал на наследство своих родителей, несмотря на настойчивые уговаривания Аси, стремящихся высветить ее собственные недостатки. Ася продолжала изменять Никите с Юрием, принося себя в еще большее состояние постоянного внутреннего конфликта. Каждый миг недостатка времени и любви лишь загонял ее в кризис, из которого не было выхода. Они оба лишь рождали легкий восторг во время встреч, но темные дни плотно сжимали их в тени, и каждый момент в конце концов становился убийственной игрой. В одно обычное утро Никита, вернувшись раньше из командировки, неожиданно застал Асю с Юрием. Это было мгновение, когда все изменилось. Он выгоняет Асю из дома, вступая в позорный конфликт, которому не видно конца. Слезы и шепоты эхом отразились в их прошлых разговорах, когда каждый обещанный момент не боялся приводить к неизбежным последствиям. Эти моменты больно осолили воспоминания о волшебных днях, но Ася в поисках утешения попыталась найти поддержку у Юрия, но тот вскоре отказался ей помочь, оставив ее наедине со своим горем. Она ощутила, что осталась в противостоянии и не может больше всплывать на поверхность. В конечном итоге развод между Никитой и Асей стал решением, которое они не могли избежать. Никита вернулся в пустую квартиру, полную их воспоминаний. В тот момент он наконец осознал, что больше не позволит себя обмануть. Развод состоялся, и Никита переехал за границу, надеясь избежать последствий отношений. Ася, по-прежнему игнорируя своего внутреннего голоса, не появилась на суде. Никита, пережив смятение и обман, вычеркнул ее из своей жизни, и все, что связывало их, осталось позади. Людмила, мать Никиты, изматывающая себя постоянными переживаниями, отправилась на кладбище, чтобы навестить могилу своего мужа. В тот момент, когда она осталась одна среди мраморных надгробий,
Ей стали вспоминаться моменты их совместной жизни, каждый из которых лишний раз напоминал о безлимитной любви. Внезапно ее взгляд упал на новое захоронение, на котором было указано имя ее сына и дата на завтрашний день. Это зрелище шокировало ее, и страх расцарился в ее душе. Смешанные чувства и воспоминания о безвремени привели ее в состояние шока. Пытаясь разобраться в случившемся, Людмила была шокирована и решила обратиться к смотрителю кладбища. Она была полна волнения и недоумения, а когда подошла к нему, тот отрицал, что это могила Никиты. Внутренний холод охватил ее, когда она осознала, что кто-то готовит ей 100% удар в спину. Вся их ситуация становилась слишком загадочной и пугающей. Людмила решила обратиться в полицию, полная решимости выяснить, что же произошло, и, возможно, защитить оставшихся в живых. Тем временем Людмила встретила Сергея, одноклассника Никиты, который предложил ей помощь. Соединив свои силы, они оба отправились в кафе, где Людмила, полная слов и эмоций, рассказала Сергею о происходящих странностях и своих переживаниях. Параллельно с их общением крепло доверие, что еще более усиливало решимость Людмилы разобраться в происходящем. Они занимались своими мыслями о том, как все связано, и она была полна надежды, что их исследование поможет привести ее к пониманию истинной картины. Когда Сергей и Людмила вернулись на кладбище, то напряжение лишь усилилось. При ближайшем рассмотрении они заметили явные следы, оставленные кем-то, и начали обсуждать свои находки со смотрителем. Однако тот по-прежнему категорически отказывался говорить о том, кто заказал могилу, что только добавляло общей напряженности. Людмила понимала, что ситуация становится все более серьезной, и, вернувшись домой, вновь ощутила тревогу, как будто невидимая угроза нависла над ее головой. Она позвонила Сергею и сообщила, что в ее квартире кто-то был, и в ней царило чувство беспокойства. С, казалось бы, еще более дурной спиралью. Сотрудники детективного агентства прибыли, чтобы взять анализы воды и отпечатки пальцев. Разоблачение их агента, сталкивающегося с реальностью, стало сигналом к тому, что новости не были радостными. Выяснили, что в воде, захваченной из квартиры, были капли для лечения сердечных заболеваний, что вызвало еще большее беспокойство. В этот момент Людмила и Сергей решили оставаться в квартире, полной решимости выяснить всю правду. Это решение успокоило их немного, хотя оставляло внутри темную тень. Подозрения только усиливались, когда Людмила вспомнила, что курьер приносил цветы от имени Никиты несколько дней назад. Непонятным стало то, что все это может быть связано с ее безопасностью. Каждая деталь начинала складываться в единое целое и становилась яснее. Сергей обеспокоенно заметил, что это может быть предвестником чего-то более страшного. Оба их окружала атмосфера ожидания, и неожиданные действия злоумышленника ставили их на грань крайности. Однажды во время утреннего зова раздался звонок в дверь, который заставил тревожно замирать души обоих. Однако Сергей, чувствуя всю серьезность ситуации, остановил Людмилу и предложил ей спрятаться в ванной. Они замерли в ожидании дальнейших событий, и Сергей мгновенно отправил сообщение коллегам с просьбой вызвать полицию, осознавая, что на кону стоит не только их безопасность, но и будущая жизнь. В этот самый момент, когда Людмила, казалось, была в полной изоляции, в квартиру вошел мужчина в темной одежде. Он осмотрелся по сторонам, стараясь исключить возможность незримого присутствия, и, набрав чей-то номер, сообщил, что никого не видит. Их сердца забилось быстрее, когда стало окончательно ясно, что сам факт его появления привел к тому, что все это время происходило что-то невероятное. Оперативники быстро прибыли и задержали мужчину, но в голове Людмилы крутились тысячи вопросов, на которые не было ответов. Когда мужчину задержали, он признался, что ключи от квартиры ему дала его бывшая невестка Ася. Словно удар грома, это заявление пронзило сознание Людмилы. Как могла Ася пойти на такой шаг?
Людмила понимала, что Ася задумала план, чтобы получить страховку после смерти Людмилы, и это звучало так ужасно, что паника охватила ее. Следователь, осведомленный о событиях Шелка, прописал Асе время, чтобы проявить себя и попытаться восстановить хотя бы что-то из того, что было разрушено. Спектакль продолжался, когда Ася, почувствовав, что что-то неладно, позвонила в дежурную часть и сообщила, что не может дозвониться до Людмилы. Интуитивно понимая, что нужно действовать быстро, они решили разыграть плакат до конца и поймать Асу, чтобы выяснить всю правду. Параллельно с этим Юрий, оказавшись в растерянности, не мог больше скрывать, что его тоже завели в такую же игру. Когда все открылось, он признался, что Ася предложила ему схему получения денег через страховку. Каждый день, обдумывая все детали и делая выводы, они пытались представить картину более целиком. Ася отравила Людмилу, надеясь на то, что результат принесет ей выгоду, но не могла учесть, что охранник с кладбища испортил весь план, и картина уже была написана, а она оказалась не на своем месте. В конечном итоге Ася была арестована, а в разгаре допроса призналась в своих преступлениях, что вызвало шок и ужас у всех, кто знал ее до этого. Следователи получили результаты, которые не соответствовали их ожиданиям, и вскоре в их рядах произошли отставки за взятки и ненадлежащее исполнение обязанностей. Каждый был в своем роде частью запутанного плетения, и, несмотря на разного рода уничтожения, все же оставило открытой возможность для восстановления. Тем временем Никита, вернувшись к Людмиле, встретился с Сергеем, и они обсуждали прошлое, словно пытаясь переосмыслить утраченные моменты. Каждый из них искал новые пути, новым отношениям с надеждой на светлое будущее. Все это время непрерывно присутствовали доброта, теплоту и желание построить что-то значимое. Людмила чувствовала, как ее семена надежды начали пробуждаться, и каждый эмоциональный момент становился основой для создания новой жизни. На фоне этих событий Никита и Сергей встретились с Анной, сестрой Сергея, и вместе они провели вечер в уютном кафе, вспоминая свое детство и юность, наполненные радостью и ностальгией. Все переживания и разногласия, насыщенные страхами и недоверием, стали лишь иллюзией в былых днях, когда окружение стало невидимым, а романтика с природой начала пробуждать жизнь. Каждый миг жизни, наполненный счастьем и заботой, стал волшебством, которое после всех испытаний казалось небылицей. В конечном счете, Никита и Анна начали встречаться и вскоре поженились, чтобы построить маленький мир, где бы была критически важная забота. Они купили большой дом и переехали туда с Людмилой, которая пережила много горя и утрат, и вновь обрела тепло и заботу. Алла дожила до глубокой старости, окруженная счастьем и заботой, и теперь понимала, что жизнь никогда не бывает легкой. Но настоящая любовь и семья способны преобразить все в лучшую сторону. Это история о том, как мы можем переосмыслить свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и преодолевая их совместно с любимыми людьми, и как каждый новый поворот может открыть неожиданные горизонты.